Всем привет! Сегодня вяжем вот такой интересный, красивый узор. Отлично подойдет и для шапок, аксессуаров, и для плечевых изделий. Раппорт узора 8 петель. Можно вязать как по кругу, так и поворотными рядами. Узор на основе резинки 2 на 2. Вяжется очень просто и интересно. Вязать будем из пряжи Газал Wool 115. Название говорит само за себя. В мотке на 50 грамм 115 метров. В составе стопроцентная мериносовая шерсть супервош, то есть изделие из этой пряжи можно стирать в стиральной машине. Мой цвет 3302. У пряжи очень богатая, красивая палитра. Очень нежная пряжа, очень мягкая, сравнима с итальянской. Подойдет и для людей с очень чувствительной кожей. Можно вязать из нее как детские изделия, так и взрослые. У пряжи хороший метраж. Для работы производитель рекомендует спицы 4-5 мм. Я вязала узор на спицах номер 4. Меринос характерен тем, что в изделиях из него не жарко, но он хорошо сохраняет тепло. Отличная пряжа и для детей, и для взрослых. Возвращаемся к нашему узору. Набираем количество петель кратное 8, плюс 2 кромочные, если мы вяжем поворотными рядами. После того, как набрали нужное количество петель, разворачиваемся и начинаем вязание узора с изнаночной стороны. Первый ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Это наш раппорт. То есть вяжем резинку 2 на 2. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Довязываем таким образом ряд до конца. Кромочная, изнаночная. Второй ряд провязываем по рисунку, так как у нас лежат петли. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Здесь у нас 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Довязываем ряд до конца. Следите за расположением стенок. Лицевые провязываем за заднюю стенку, изнаночные за переднюю, чтобы петли не скрещивались. Третий ряд тоже провязываем по узору. 2 изнаночные, 2 лицевые. Довязываем ряд. Четвертый ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, и из одной петли нам надо вывязать 3. Провязываем лицевую, делаем накид и еще одну лицевую, только после этого снимаем петлю со спицы. Повторяем раппорт 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, и из одной петли вывязываем 3. Вяжем так до конца ряда. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, из одной петли вывязываем 3. В следующем ряду те петли, которые мы вывязывали по 3 из одной, мы будем переснимать нить перед работой. Вот они у нас сразу идут. Переснимаем 3 петли, нить перед работой. Далее провязываем петли по узору. Изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вновь перед нами 3 петли, мы их переснимаем, нить перед работой. Изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Довязываем таким образом ряд. Все петли по узору. 3 петли, которые мы набирали из одной, переснимаем нить перед работой. Шестой ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И далее у нас идет перехлест этих 3 петель с вот этой петлей. Вводим спицу перед работой в 3 петли, меняем местами с первой, возвращаем петли на спицу и провязываем 3 петли вместе лицевой за передние стенки. 1 лицевая. Повторяем раппорт. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Меняем местами 3 петли с первой. Провязываем их лицевой за переднюю стенку, лицевая.
Довязываем таким образом ряд. Меняем местами 3 петли так, чтобы они оказались сверху. Возвращаем и провязываем их лицевой за передние стенки. В конце ряда лицевая и кромочная. Сформировали первую часть узора. Далее нам вновь 3 ряда надо провязать по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Довязываем ряд. Восьмой ряд провязываем по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И в девятом ряду у нас тоже 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Довязываем ряд до конца. В 10 ряду формируем наш узор в шахматном порядке. То есть вот здесь, здесь и здесь будем делать перехлесты. Будем добирать по 3 петли из одной. Провязываем 2 изнаночные, 1 лицевая, из одной петли набираем 3. 2 изнаночные, 2 лицевые. Провязали раппорт. Повторяем 2 изнаночные, лицевая, из одной петли набираем 3. 2 изнаночные, 2 лицевые. Вяжем до конца ряда. 2 изнаночные, 1 лицевая, из одной петли набираем 3. 2 изнаночные, 2 лицевые. Кромочная. В 11 ряду все петли провязываем по узору. Те 3 петли, что мы набирали из одной, переснимаем на правую спицу нить перед работой. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Те 3 петли, что мы набрали из одной, переснимаем нить перед работой. Довязываем ряд. В 12 ряду выполняем перехлесты. 2 изнаночные. Меняем местами 3 петли с первой. Перед работой вводим спицу в 3 петли. Меняем их местами, возвращаем петли на спицу. Провязываем 3 петли вместе лицевой за передние стенки. Лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые. Повторяем раппорт. 2 изнаночные. Меняем местами 3 петли с первой, так чтобы они оказались сверху. Провязываем их вместе лицевой за передние стенки. Лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вяжем таким образом до конца ряда. Далее узор повторяем с первого ряда на нужную высоту. Интересный, необычный узор. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.